Можно ли защитить свой дом от вооруженного нападения? Установить сигнализацию, укрепить двери, держать рядом оружие. Но что, если нападавшим не приходится ничего взламывать? Что, если им просто открывают дверь? 8 ноября 2010 года канадский город Маркем. В дом семьи Пен входят 3 вооруженных мужчин. Через несколько минут мать семьи погибает на месте. Отец получает 2 пули, а их 24-летняя дочь Дженнифер остается единственной, кто может рассказать полиции, что же произошло. Сначала следователи ищут 3 неизвестных грабителей. Но прежде им придется понять, почему же те выбрали именно этот дом. Итак, дом, вокруг которого позже будет натянута полицейская лента, семья Пен покупает в 2004 году. На него ушли годы заводских смен. Отец изготавливает пресс-формы для автомобильных деталей. Мать работает на производственной линии. С каждой зарплаты они понемногу откладывали деньги. И, наконец, переезд, просторный дом, гараж на 2 машины, спокойный пригород Торонто. Родители добились того, к чему шли много лет. Такого же постоянного движения вперед они ждали и от детей. Дженнифер с 4 лет занимается музыкой, а позже почти все свое свободное время отдает фигурному катанию. Родители рассчитывают на серьезные соревнования, мечтают об Олимпиаде 2010. Но колено не выдерживает. Фигурное катание заканчивается, и главным становится пианино. Цели меняются, давление остается прежним. К 24 годам жизнь Дженнифер выглядит безупречно. Фармакология в университете Торонто, волонтерство в известной детской больнице Sick Kids, частные уроки фортепиано. 8 ноября 2010 года младший брат уезжает в другой город учиться. Дома остаются только Дженнифер и родители. Незадолго до 10 вечера входная дверь открывается. 3 вооруженных мужчин просто заходят внутрь. Дальше все происходит стремительно. Мужчины требуют деньги, обыскивают ящики и забирают наличные. Затем семью разделяют. Дженнифер связывают и оставляют на 2 этаже. Родителей уводят в подвал. Раздаются выстрелы. Дом затихает. Телефон Дженнифер все еще находится у нее за поясом. Связанными руками она умудряется достать его, вслепую набирает 911 и включает громкую связь. Она кричит: «Я не могу пошевелиться, мои руки связаны за спиной. В дом ворвались 3 вооруженных мужчин, моих родителей увели в подвал». Диспетчер спрашивает, где нападавшие, а в ответ тишина. В это время в подвале приходит в сознание отец Дженнифер. 1 пуля попала ему в лицо, а 2 в плечо. Истекая кровью, он выбирается из дома и добирается до соседей. Оттуда уже поступает 2 вызов 911. Полиция приезжает через несколько минут. На 2 этаже офицеры находят Дженнифер. Ее руки стянуты за спиной обычным обувным шнурком. В подвале лежит ее мать, Биг Ха Пен. В нее выстрелили 3, она мертва. Отец выжил, но находится в критическом состоянии, пока не может говорить. Поэтому первую версию этой ночи полиция получает только от Дженнифер. К утру Дженнифер выходит из полицейского участка и едет к Дэниелу Вонгу, своему парню. Они знакомы 7 лет, еще со школы. Родители Дженнифер эти отношения не одобряли, считали, что свидания помешают учебе и будущему дочери. И тогда Дэниел исчез из ее официальной жизни. Дженнифер говорила родителям, что ночует у подруги, а сама оставалась у него. Так продолжалось годами. Полиция включает Дэниела в ближайший круг и проверяет его алиби в ночь нападения. Но прежде чем следователи получают ответы, из больницы приходит новость. Отец Дженнифер открыл глаза. 12 ноября Хан Пен, отец Дженнифер, выходит из медикаментозной комы. Ему тяжело говорить, в лице все еще остаются осколки пули.
но память сохранилась. Он подтверждает большую часть рассказа дочери. 3 мужчин, требование денег, путь в подвал. А затем он сообщает детали, которой в ее версии не было. Перед тем, как Ханна увели вниз, он видел Дженнифер рядом с одним из нападавших. Ее руки были свободны, хотя по ее собственному рассказу к этому моменту ее уже связали. Мужчина разговаривал с ней тихо, почти как со знакомой. Когда мать умоляла не трогать дочь, он спокойно ответил: «Не беспокойтесь, ваша дочь очень хорошая, мы ее не тронем». Следов взлома в доме нет. Дорогая техника и ключи от машины остались на месте. Из 3 членов семьи невредима только Дженнифер. Теперь у полиции 2 выживших свидетеля и 2 разные версии одной ночи. После показаний Ханна следователи устанавливают наблюдение за Дженнифер. Теперь их интересует, куда она ездит и с кем встречается. 19 ноября семья хоронит Биг Ха Пен, мать Дженнифер. После церемонии Дженнифер уезжает с Даниэлом. Оперативники записывают номер машины и следуют за ними. Вскоре Дэниела вызывают на разговор. Он приходит лишь как свидетель, человек, который знает Дженнифер уже 7 лет, и одной фразой он разрушает ее безупречную биографию. Дженнифер никогда не училась на фармаколога и никогда не была волонтером в детской больнице. Полиция проверяет оба места. Университет подтверждает, Дженнифер Пен среди студентов не числилась. В Sick Kids ее тоже никто не знает. 4 года. Каждое утро она выходила из дома с учебниками, проводила дни в публичных библиотеках, писала конспекты и подделывала оценки. Отец заподозрил обман, когда заметил, что у дочери нет электронного пропуска. Он отвез ее к больнице, а мать пошла за ней следом. Дженнифер вошла в вестибюль и затерялась среди посетителей. Когда же обман раскрылся, родители забрали у нее телефон, ноутбук и машину. Общаться с Дэниелом ей запретили. Теперь у полиции появляется возможный мотив. Родители разрушили тайную жизнь Дженнифер и отрезали ее от человека, с которым она встречалась много лет. Но во время разговора Дэниел сообщает еще одну деталь. У Дженнифер был 2-й тайный iPhone с отдельной сим-картой. Дэниел сам дал ей этот телефон, чтобы они могли общаться втайне от родителей. Полиция отправляет аппарат на экспертизу. В памяти телефона криминалисты находят сообщение, отправленное 8 ноября. После работы, время игры. Отправитель – человек по прозвищу Homeboy, знакомый Дэниела. Через 36 секунд Дженнифер ему перезванивает. А через несколько часов в дом семьи Пен входят 3 вооруженных мужчин. Дженнифер вызывают на 3-й допрос. Она приходит одна, без адвоката. Детектив Билл Гетц говорит мягко и дает понять, что сочувствует ей. Он знает, под каким давлением отца она жила, и несколько раз повторяет, что он на ее стороне. Затем разговор меняется. Гетц показывает Дженнифер данные из тайного телефона. Там была цепочка контактов, переписка с Дэниелом, звонки Лэнфорду Кроуфорду по прозвищу Homeboy и разговоры о $10 000. В день нападения Дженнифер связывалась с ними снова и снова. Последние звонки закончились незадолго до того, как вооруженные мужчины вошли в дом. Все это выглядело как подготовка и координация нападения. Дженнифер замолкает. Тогда Гетц идет на блеф. Он утверждает, что новая компьютерная программа с помощью спутниковых данных может восстановить перемещение человека внутри дома. По его словам, полиция уже знает, рассказ Дженнифер о той ночи не соответствует действительности. Такой технологии, конечно, не существовало, но Дженнифер этого не знает. После этого ее версия меняется. Она признается, да,
Этих людей нашла она. Да, деньги предложила она. Только убить они должны были ее саму. Родители стали жертвами ошибки исполнителей. Гетц возвращается к переписке после нападения. Если они убили не того человека, почему Дженнифер продолжала с ними общаться? Почему разговор о передаче им денег не прекратился? Ответа нет. Гетц объявляет ей об аресте. Дженнифер смотрит на него растерянно. «Но вы же сказали, что вы на моей стороне». После признания Дженнифер, звонки, сообщения и данные вышек вывели полицию на остальных участников. Дэниела Вонга, Лэнфорда Кроуфорда по прозвищу Homeboy, Эрика Карти и Дэвида Милваганова. Еще один мужчина остался неизвестным. Кто именно стрелял, установить так и не удалось. В декабре 2014 года Дженнифер, Дэниела Кроуфорда и Милваганова признали виновными в убийстве матери Дженнифер и покушении на ее отца. В январе следующего года все четверо получили пожизненные сроки без права просить об освобождении в течение 25 лет. Эрик Карти позже получил 18 лет за участие в заговоре. Годами Дженнифер переписывала реальность под себя. Фальшивый университет, фальшивая работа, фальшивое ограбление. Но последнюю версию написал суд. Одним словом, пожизненно.